кто хочет так же, как и мы, жить на берегу моря. Мы уже на работе, набирают новых специалистов. Заходи. Друзья, всем привет! С вами Юлия Баталова. Сегодня зашли в Вайкики. Перед тем, как пойти на море, сегодня собираемся на море. В общем, купили мы Алмазику вот такую вот маечку. На лето сам выбрал. И трусики, да? Так, трое трусов стоит 5, то есть на 5-6 лет 199 лир. Ну все, доволен? Да. В этот раз купили вещи для Алмазика у Азальки. В прошлый раз был шопинг, да, Казам? Да. Все, пошлите? Я хочу это какой? Шопинг. Никакой. Ну, возьмите покупать. Пошлите, покупаем. И, друзья, вышли мы в Ташуджу. Хотим покушать. Говорят, что здесь есть вкусная кафешка. Такая же в Ташуджу есть одна, узбечка. И тоже тут что-то как-то название такое, типа плов, что ли. Что-то, ну, наподобие. Короче, сейчас спрошу у Руслана. Я забыла просто. Типа там очень вкусно, тоже узбекская кухня. Вот, решили пообедать, уже время обеда, потому что походили по магазинчикам, и уже время быстро пролетело. Ну, а потом мы хотим в Ташуджу, потому что дети хотят немножко на карусельках покататься. Кафешка называется Деплов. Облом, короче, не работает кафешечка. Ну, ладно, в другой пойдем. Смотрите, здесь тоже закрыто. Написано, кстати, Moscow Market. На Байрам выходные пишет. Здесь вот я вижу тату салон. Вот такой вот райончик в Ташуджу. Но мы хотим покушать именно что-то из русской кухни. Ну, узбекской получается. Закрыто. А там есть еще русская кухня в Ташуджу возле пляжа. Там посмотрим. Здесь кафешка есть Искендер Донер. Нью Шайн. Здесь получается вон и мясо есть. Ну ладно. Это вот сейчас мы выйдем прям центр Ташуджу, где круговое движение обычно. Кольцо. Вот. Здесь вот остановка напротив. Здесь еще вот слева Мигрос. Вот такой вот Ташуджу, друзья. Вот, друзья, там узбечка находится, про которую я говорила. Мы сейчас будем проходить вот так вот. Здесь вот, надеюсь, эта кафешка работает. Что-то ощущение, что как будто и она закрыта. Тогда придется в узбечку возвращаться обратно. Что, ты в узбечку хочешь? Да, я за плов хотел. А там плов есть? А, в смысле, это такая же? Ну, это тоже узбекская. Мама, Ну, понятно. папа, как будто Нет, работает, похоже. папа. Так, работает, короче, друзья. Вот сюда давно я хотела с семьей попасть. Давай закажем.
Смотрите, друзья, селедочка. Смотрите, какое меню. Вот я, кстати, быстренько пробегусь по ценам. Можете ставить на стоп-кадр. Сколько стоит и что есть. Как тебя зовут? О? Ива. Я туда. Азали, подожди. Ты же руки уже помыла. Пробуем борщ. Ой, какой борщ? То есть всего же. Надо считать. Питание. Да. Питание. Очень вкусно. А вы знаете, Друзья, в общем, поела я поела рыбку под шубой, салатик. И Ой, кайфанула. еще Я уже 2 есть- года такое не ела, Еще друзья. есть бутылочка. Борщ тоже вкусный. И пельмени обалденные. И борщ здесь 100 лир всего лишь. Это недорого. Так что в Ташуджу советую, кто приезжает сюда, вообще идеальное место. Приходите. Еще одну пельмень будешь? Даже есть русскоговорящий человек, который готовит кушать. И прям хорошо можно спросить напрямую. Бывает, ничего страшного. И цены недорогие, я считаю. Ничего, все горячие. Друзья, наконец-то мы нашли чай. Вот в таких вот стаканах больших. Точнее, нашли кафе, где подают чай в больших стаканах. Чё? Невкусные? Невкусный, сахара мало, наверное. Положи еще. Нет, просто Помешать надо долго перемешать. И, друзья, идем мы на море. К морю, точнее. Да, как у нас. Видите, как у нас в бассейне. Бассейн. А зачем Сейчас они мы так сначала сделали? сходим к морю, искупаемся. Они что, Потом, наверное, пойдем уже Они сделали, чтобы это попрыгать бассейн было. там, чтобы дети поиграли. Всякие карусельки. Я уж не стала вам показывать вот ту набережную. Я в предыдущих сериях показывала. Про Ташуджу много раз рассказывала. Вот. В этот раз я хочу поделиться одной новостью с вами по поводу работы здесь, в Селивке. Ну, то есть, в общем, рядом с работой мужа, точнее, даже в его организацию требуются специалисты разного уровня. Так что сейчас я вам расскажу. Ближе к морю подойдем, чтобы удобнее было. Вот. Смотрите, как красиво. Очень красиво. Прям нравится мне здесь. Люблю я набережные оборудованные все-таки. Чтобы можно было погулять. Можно было в душ сходить спокойно. Как раз мы сейчас все это и разузнаем, сколько стоит душ. То есть, если приехать в Ташуджу, Надо машину смотреть? искупаться. Есть машина? Не все сразу. Только-только покушали. Давно мы, кстати, здесь не были. Здесь вот, если проходить мимо вот этих вот кораблей, чтобы искупаться, надо туда идти. Там как раз люди купаются, там пляж находится. И там есть вот эти вот душевые кабинки. Я уж думаю, они начали работать уже. Мы, говорю, месяц, наверное, уже не были здесь, в Ташуджу. Мы все в Кыскалисе ехали, то вот в Куммахалисе, то в Атакент ездили. Да, мы только не ездили. Да, куда мы только уже не ездили. И в Афсалар уже 2 раза побыли, а сюда в Ташуджу давно не ездили. Люди прям... Здесь не месяц, 2 месяца не были здесь. Месяца 2 не были, да. Люди прям тут, вон, спят, организуют себе отдых с палатками. Вот, здесь кукурузу продают. Мы уже в Селивке успели покушать кукурузу.
Ну, так, жарковато. Сегодня я смотрела, 32 градуса показывает. Завтра 34, потом опять 35, потом опять на снижение. Пока погода так и держится. Вот, жарковато, но терпимо. Самое главное, что хочу сказать. Вот море, вода очень теплая уже. Кто собирается сюда на отдых в Турцию, очень теплая, прям безумно теплая, друзья. Вот, друзья, вот так выглядит пляж. Очень много народу. Смотрите, ничего себе, я даже не знала. Столько народу. Уже лежаки. Вот душ. Смотрите. Прям как в Каскалисе. Даже хуже, чем мы последний раз были. Слушай, как прям в Каскалисе, да все. Смотри. Вот такой вот душ. Мы, короче, не поняли, платно он или нет. Мы, наверное, дальше пройдем, посмотрим там, чтобы прям уж как кабинки там вот это все были более-менее. Но народу очень много, прям очень-очень много народу. Если бы я знала, что столько народу, я бы сюда не приперлась, наверное. В смысле? Ну так здесь много народу, ты чё? Это шучу. Нет, в последний раз не было столько народу. Когда? 2 месяца назад? Да. Блин, 2 месяца назад. Нет, а как будто ты в сезон был здесь. Ну кто шучу, много народу. Ну ты же не был. В смысле? Ну, я же знаю, что здесь много народу. А откуда ты Мне знаешь? рассказали, что здесь много народу. Ну, видишь, рассказали, но не было. А я не была, и мне никто не рассказывал. Смотри, туалет написано есть на дереве. Смотри, написано кабин и Уджрецис. Мы все идем. А народу все не уменьшается, да не уменьшается. Тут, получается, лежаки вот эти вот. Они платные от отеля все. Вот, ну а мы будем отдельно на, ну, как бы, не от отеля. Здесь, наверное, и купить-то этих лежаки не получится. Переоделись мы, друзья, вот здесь вот недалеко. Хотя там вроде как было написано шезлонг. Возможно, шезлонги можно купить. Так, друзья, ну что, мы искупались. Здесь, конечно, водичка погрязнее, чем в Куммахалясе. Есть и пластик немножко. Но не настолько сильно, как в тот раз было у нас в Атакенте. Ну, то есть не у нас, а чуть дальше, куда вот мы ездили. Вот. Водичка теплая, очень классная, прозрачная. Единственное, вот это вот немножко мусор плавает все-таки. Когда мы в прошлый раз были на Куммахалиси, вон там вот, получается, вот этот кораблик, его тоже было видно, так что это, по сути, примерно одно и то же место. Но все же, получается, там не доплывает, наверное, вот этот вот пластик и грязь. Видать, все-таки, не знаю, может быть, все-таки это скидывает корабли, этот пластик. Потому что там он действительно, его нету, здесь вот есть. И, друзья, давайте немножко расскажу по поводу новости. Кто хочет так же, как и мы, жить на берегу моря, также, возможно, хочет, чтобы муж работал или жена работала на Аккую, так же, как и мой муж, на той же организации, набирают новых специалистов у мужа на работе, именно в этой организации. Озвучивать как бы не буду, как называется организация, и остальные моменты тоже только лично можете присылать мне резюме на мой телеграм-канал, а я уже буду передавать мужу. И, возможно, именно вы тот кандидат, которого примут на работу. Вот, естественно, наверное, как минимум нужно высшее образование, вот, а далее уже лично там будут смотреть. Кто хочет переезжать сюда, в Турцию, просто прям вот сейчас открыт набор специалистов, кому нужна работа в Турции, можете написать мне, друзья. Мне как-то, когда я по поводу работы говорила, что есть группа, можете скидывать мне, то есть мне писать, я вам скину группу. То
То есть здесь не так, я не буду вам группу скидывать, а уже конкретно в организацию мужа будем отправлять резюме ваше, и там уже будут решать, как бы подходите вы или нет. То есть это уже напрямую, а не в группу. Вот. Так что, но когда я в прошлый раз даже просто заикнулась, что типа есть такая группа, мне уже начали там писать комментарии, зачем вы предлагаете людям типа работу, не дай бог ваш муж останется без работы. Хотела бы пару слов таким людям сказать, что это все чушь. Вот на что вы себя настроите, то и получите. Если вы приглашаете человека на работу и боитесь, что сами останетесь без работы, то вы точно обязательно останетесь. Потому что вы себя настраиваете. Все это все-таки зависит лично от человека. Если человек боится терять работу, то он ее теряет точно. Вот. И нету такого, то, что там устроена работа у человека, и ты сам останешься без работы. Это все чушь. Это просто вот суеверие, которое внушали людям, наверное. И многие сейчас так живут этим, и поэтому у них все и сбывается. Как говорится, по вере вашей да будет вам. Вот. Во что вы верите, то и случится, друзья. Вот. И еще один такой момент, когда вы мне пишете по поводу работы, именно вот этой, уточняйте, именно на Аккую пишите в Телеграм. Ссылки у меня в описании, друзья. Смотрите, в описании ищите ссылку в Телеграм. Вот, потому что также я набираю в свою команду в Атоме партнеров. Это уже другой совершенно уровень, то есть другая работа. Это лично, где я работаю. Работаю я в компании, интернет-магазине Атоме, удаленно. И здесь совершенно как бы не касается Аккую. Здесь может быть, допустим, если вы едете сами на работу, вы можете жену в мою команду устроить, я ее возьму. То есть она будет удаленно, как и я, работать, а вы сами будете работать Аккую. Или наоборот, ваша жена будет работать на Аккую, а вам добро пожаловать в мою команду, в мою структуру в Атоме. Возможно, и такое может быть. У нас работают и мужчины, и женщины. То есть это все удаленно. Это интернет-магазин Южная Корея. Что по поводу именно моей структуры, именно моей удаленной работы, это нужно просто регистрировать, консультировать по продукту, ну и, конечно же, там переписываться, отправлять ссылочки всякие, ну и готовое обучение, которое нужно передавать своим людям. Все, как бы моя работа заключается в этом. Ну, а, конечно, кто хочет именно на Аккую, пишите, уточняйте, что Аккую. Кто хочет ко мне в структуру, пишите Атоме, друзья. Вот. Но, как бы, новость вот такая вот. Может быть, кого-то зацепит, может быть, тоже кто-то хочет вот так вот жить на берегу моря, работать официально, зарабатывать, кстати, хорошие деньги. Хочу сказать, что очень даже не обижают, хорошая зарплата, хороший график. И просто хочу небольшой комментарий оставить, как муж мне говорит, наверное, говорит, в 10 раз, говорит, меньше я здесь работаю, но получаю больше, чем у себя на родине. Вот. Ну, примерно вы должны понимать. Там и кормят их, и нашу аренду оплачивают. Вот. Но мы, конечно, доплачиваем, потому что у нас большая квартира, еще есть сауна и с бассейном. Вот. Люди здесь умудряются находить прям ровно-ровно. Сколько оплачивает организация, столько и же они снимают. То есть садики оплачиваются, школа тоже. Если у вас как бы больше 2 детей, если 3-й ребенок, то за 3-го как бы вы сами оплачиваете. Вот, как-то так. Можете, конечно, отдать ребенка в государственную турецкую школу, она бесплатная. Вот. Ну, в общем, вроде как все сказала, все остальное лично. Пишите, друзья. Возможно, кому-то это будет полезно. Я люблю полезную информацию передавать, делиться, ну и вообще как бы помогать людям безвозмездно, как говорится.
Ну, а я сейчас пойду еще раз немножко поплаваю. Давайте немножко покажу вам еще море. Все-таки и морем нужно делиться. Так, смотрите. Голубое, голубое, голубое море. Голубое, голубое. Прям, не знаю, или мне только так кажется, что здесь оно прям... Вот в Газипаше, когда мы жили, а мы 1,5 года жили в Газипаше, там все было... Здесь как бы песок с камушками, да? Именно в Ташуджу. В Кум-Махалисе там песок, а здесь немножко камушки присутствуют. А в Газипаше были одни камни. И там такая вода была, такая зеленовато, изумрудная, короче. А здесь она такая лазурного цвета, голубая-голубая. Вот. Единственное, вот здесь немножко, когда заходишь, видите, грязь чуть-чуть. Но не настолько сильно, как в Атакенте. Вот. Ну, непонятно, может быть, это как бы пластик. Он то появляется, то уходит. Ну, вот примерно вам морюшка, друзья. Ой, тизяйка. Я чуть-чуть умею. Молодец. Зайчики мои. Дети уж обожают море, наслаждаются. Че, потом куда пойдем? Парк аттракционы. Батуты, да? Тут еще есть место для того, чтобы с детьми поиграть. Азаль, далеко не лезь, ладно? И вот здесь вот все-таки написано шезлонг, но Руслан говорит, то, что там, похоже, говорит, шезлонгов нету, цены за шезлонг не было. Но зато есть душ 25 лир было написано, а кабинка 10 лир, туалет 10 лир, если что. Вот мы туда сходили, переоделись. И вон там вот, если пройти вот эти вот кораблики, там есть детские всякие аттракционы, там можно с детьми еще поиграть. Ну, мы, наверное, закончим сегодняшний день, именно наше с вами гуляние именно там. Вот, а я пошла сейчас купаться, друзья. Водичка попала. Так, ну что, друзья, мы здесь вот и сходили в душ, и переоделись. Вчетвером зашли в одну кабинку, как бы, ну, взяли одну кабинку, один душ. 25 плюс 10, 35 лир получилось. А дали 35 лир, в общем. Вот, сейчас идем с детьми. Вам понравилось здесь море? Да. А сейчас куда пойдем? Мы идем, кстати, я скажу вам. Карусель-парк? Да. И батуты, да? Да. В общем, вот именно так мне нравится, когда ты зашел. Сейчас, подожди. Я тебе давала слово? Все, теперь мама говорит. Когда ты зашел в море и есть куда сходить в душ, то есть когда все оборудовано, мне прям вот нравится, друзья. Ну что, пошлите? Что ты хочешь сказать? Сначала мы пойдем. Алам, ты же неправильно одел. А потом Снимай пойдем давай. по Тульте попрыгаем. Хорошо. Сначала я хочу на палке, чтобы вы взяли нас, а мы прыгаем. Так. Хорошо, все. Здесь как? Человейник, да. Смотрите, сколько. Руслан говорит, это, говорит, как Анапа. Не знаю, не была в Анапе. Ты был в Анапе? Да, я был в Анапе один раз. Тоже так же? Да. Очень много народу. Я там 2 дня был. 2 дня был? Да, на выходные съездили с Краснодара. С Краснодара в Анапу? Да. Понятно. Слушай, ну мне нравятся вот эти набережные оборудованные. Там в Анапе тоже так же? Так же оборудовано? Или ты на пляже не был? Там что-то было, да. Понятно. Вообще нравится очень сильно. Вот дикий пляж, конечно, хорошо, вода чистая, прям круто. Но все-таки вот я не могу в соленой воде идти. Это в деревне только хорошо озеро. Искупался, оно не соленое. Можешь идти домой, вонючая.
Вот, а здесь соленое не получается домой идти. Кайфушки, все вон лежат, отдыхают. Реально Анапа, так посмотришь, смотри. Анапа. А еще, друзья, здесь есть вот такая вот детская площадка, пиратская. Дети наши очень любят эту площадку. Прям, ну, красиво очень. У берега моря. Да, осенью, там, зимой, весной. Здесь не настолько много народу. Здесь прям классно приходить поиграться, камушки покидать в море. Народу немного. Вот. А сейчас реально вот прям поразительно. Прям вот очень много народу. Пипец. Здесь, кстати, находится, друзья, дом Ататюрка. Ататюрк Эви написано. В общем, друзья, ничего не работает сегодня из-за Курбан-Байрама. Чисто продают вот эти вот для туристов всякие штуки. Ну, мы, конечно, вот здесь вот хотели поиграть сегодня. Тут вот эти батуты не работают, а зато другие батуты работают. И здесь вот есть работающий синема, как 5D, типа того. Что-то такое работает, в общем. Смотри, 15D даже написано. Один фильм 100 лир. 2 фильма 150. Ну что, 2 фильма, что ли? Возьмем. Ну что, друзья, на этом я буду прощаться с вами. Всем желаю счастья, радости, а самое главное – это мирного неба над головой, друзья. Всем позитива, всем пока-пока.